Привет, это майор в отставке. Сегодня поговорим серьезно и без приукрашивания о том, что происходит с Telegram. Буквально на днях оттуда исчез телеграм-канал ВЧК АГПУ, один из крупнейших анонимных источников информации о российских спецслужбах. Что важно знать о Telegram в свете последних событий с удалением каналов? Насколько он на самом деле сегодня безопасен? Может ли еще считаться островком свободы и какие альтернативы стоит рассмотреть тем, кто не хочет рисковать и не хочет однажды проснуться и увидеть через глазок постановление на обыск от ФСБ. Поговорим о том, какие мессенджеры и почему сейчас вообще наиболее безопасны. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и поделитесь им. Так вы поможете мне и моему каналу. Если вы впервые наткнулись на этот канал или еще не подписаны на него, то сейчас самое время это исправить и подписаться. Итак, мы начинаем. Начнем с того, что Telegram долгое время считался мессенджером, в который можно уйти от государства. Мессенджер, который спасал протестующих в 2019 году, хранил анонимность активистов, давал площадку разоблачителям и независимым СМИ. Но времена меняются, или же меняется сам Telegram. Последний удар по репутации Telegram – это внезапное исчезновение крупного канала ВЧК АГПУ. Это был не просто канал, а ресурс с более чем миллионом подписчиков, который публиковал инсайды из МВД, ФСБ и других силовых структур. И вот фигакс, и его нет. Без предупреждений и объяснений. Но здесь необходимо сделать ремарку. На данный момент точной и объективной информации о причинах и способе удаления канала пока нет. Администрация Telegram заявила, что канал якобы удален его владельцем. Ну, конечно, прямо представляется такая сцена. Проснулся админ, попил кофе, посмотрел на цифру в 1 миллион подписчиков и подумал, а не удалить ли мне все к чертям? Но Telegram, кстати, еще добавил, что, возможно, это произошло из-за несанкционированного доступа. Ну что ж, посмотрим. Теперь о версиях удаления канала ВЧК АГПУ. Тут все не так просто, как пытается представить Telegram. Официальная версия компании звучит как издевка, и я уже о ней упомянул. Канал, мол, удалили сами владельцы. Или, может быть, кто-то получил несанкционированный доступ. Все это подается с видом «мы тут ни при чем, ни при делах, мы просто проводим проверку». Но редакция самого ВЧК АГПУ заявила жестко и однозначно – это ложь. По их словам, им заблокировали доступ к админке, канал исчез без каких-либо предупреждений, а контрольный аккаунт был заблокирован. Но это еще не все. Интересный нюанс. Доступ к каналу был привязан к европейской сим-карте, которая никогда не использовалась для звонков, только для получения кодов входа в Telegram. Дублей симки не было, все было защищено. И тут самое странное и интересное. Эту симку заблокировали, хотя ее никто из админов сам не блокировал. Это вообще очень странно и очень интересно, поскольку, как я уже сказал, симка европейская и отношение к российским операторам она не имеет никакого. Кто мог это сделать? Специалисты по цифровой безопасности предполагают, что могли быть использованы технические методы атаки. Например, атака через уязвимость протокола SS7. Это когда через сотовую сеть можно получить доступ к СМС-сообщениям, даже не имея фактического доступа к сим-карте. Также возможен фишинг, когда через поддельный интерфейс Telegram выманивается код входа или заражение устройства через вредоносное ПО, например, Pegasus, который, я напомню, используется только спецслужбами, или другое, например, шпионское ПО, которое может перехватить экран, клавиатуру или даже получить доступ к приложениям напрямую. Особенно если канал велся с небезопасного устройства. Telegram по-прежнему привязывает аккаунты к телефонным номерам, что делает его уязвимым к такого рода атакам. И, конечно, нельзя исключать внутренний слив в самом Telegram. Если кто-то из команды Telegram передал доступ под нажимом силовиков или по договоренности с ними, например. Еще одна версия, которая обсуждается сейчас наиболее активно, это, как вы знаете, удаление канала по просьбе российских властей. Роскомнадзор официально подтвердил, что неоднократно требовал снести канал ВЧК АГПУ якобы за распространение недостоверной или экстремистской информации. Более того, в декабре 2024 года Таганский суд указал Телеграму убрать этот канал. В пользу этой версии говорит тот факт, что
В тот же момент исчезли еще 9 крупных телеграм-каналов, указанных в том же решении суда. Есть и третья версия – внутренний конфликт админов канала. Мол, админы устали, может, испугались, может, был финансовый какой-то интерес, и кто-то из них решил свернуть проект. Но как-то уж больно странно все совпало с требованиями властей и решением суда. И на этом фоне Роскомнадзор радостно подтирает свои ручки, мол, мы давно просили Telegram убрать этот канал за экстремизм и фейки и всякую прочую муть. И тут возникает законный вопрос. Telegram действительно поддался на давление или это просто удобное совпадение? Имел ли место несанкционированный доступ или нет? Какой из этих сценариев реальный? Официально пока никто не подтвердил. Но сейчас я вам сообщу важный для понимания реальной картины нюанс. Большинство из вас о нем точно знает. Telegram сам не дает удалить крупный канал с более чем 1000 подписчиков вручную его владельцам. Это делается только через запрос, рассмотрение и ручную модерацию со стороны администрации. И то с ожиданием в несколько дней. А тут канал исчез в течение нескольких минут. Молниеносно. Кто может так делать? Ответ очевиден. Если все, что говорят владельцы канала, правда, то только сам Telegram. Админы ВЧК ГПУ утверждают, что никакого взлома не было. Следов вторжения нет, но аккаунт модератора заблокирован, доступ в Telegram отрезан, запросы на восстановление игнорируются. Все это сильно тянет на зачистку по команде сверху. Но есть еще один момент, и он связан с возможной уязвимостью самой инфраструктуры Telegram. Я не исключаю и той версии, что российские спецслужбы могли получить доступ к внутренней инфраструктуре Телеграма либо через технический взлом, либо через внедренного, а может и завербованного члена команды компании. Телеграм – это не башня из слоновой кости. Это команда людей с их уязвимостями, и среди них могли быть те, кто работает на два фронта. Например, как стало известно, только относительно недавно Дуров, оказывается, десятки раз после бегства наведывался в Россию, но скрывал это. Что он скрывает от нас еще? В общем, эта версия объясняет сразу все. И отмазки официальных лиц Telegram, и недоумение владельцев канала ВЧК ГПУ. Telegram сообщил, что проводит расследование по данному факту. Дождемся, чем оно закончится и какую версию окончательно выдвинет сам Telegram. Но вопрос безопасности Телеграма, кстати, не сводится только к удаленным аккаунтам. Телеграм все чаще фигурирует и в российских судебных документах как платформа, которая передает данные по делам о терроризме. Эта сама платформа не отрицает, и более того, это подтвердили ФСБ. В марте Верховный суд Республики Башкортостан прекратил дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП, возбужденное против местного жителя из-за приписываемых ему комментариев в телеграм-чатах. Принадлежность аккаунтов, с которых оставляли комментарии, доказать не удалось. Но в материалах дела был обнаружен интересный документ от ФСБ, в котором утверждается, что Telegram не взаимодействует с правоохранительными органами России, но, внимание, за исключением выдачи сведений о лицах, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ, то есть террористический акт. Вроде бы звучит логично и правильно, террористов надо ловить, но давайте будем честны. В сегодняшней России под определение «террорист» может попасть почти любой, кто выступил против властей с их критикой или не согласился с войной против Украины. В таких условиях любая утечка от Telegram смертельно опасна. Ответ на вопрос о том, безопасен ли сейчас Telegram, следующий. Скорее всего, нет. Судя по указанным выше данным, о которых я сказал, удаление неугодного российским властям канала ВЧК ГПУ было либо умышленным действием со стороны Телеграма, то есть они сотрудничают с российскими властями, либо же следствием недостаточного уровня безопасности и защищенности от угроз доступа к инфраструктуре мессенджера со стороны российских спецслужб, что тоже делает этот мессенджер небезопасным. Ведь если российские спецслужбы смогли провернуть это, то они вполне могут иметь и доступ к серверам, а значит и ко всем данным о пользователях, каналах и так далее. Ну а теперь о безопасных мессенджерах. Прежде чем обсуждать конкретные мессенджеры, важно понять, что делает их безопасными. Для журналистов, активистов и просто людей, которые не хотят, чтобы кто-то подглядывал за их перепиской, важны 6 вещей. Во-первых, это сквозное шифрование end-to-end encryption. Только отправитель и получатель могут читать ваши сообщения. Все, что проходит через сервера, должно быть нечитаемо даже для самой компании. Во-вторых, открытый исходный код. Если мы не можем проверить, как работает мессенджер изнутри,
Нам остается только верить на слово. А слово – это не защита. Третий момент – это метаданные. Даже если сообщения зашифрованы, по ним, по метаданным, многое можно узнать. То есть кто, когда и с кем общался. Хорошие мессенджеры стараются не собирать и не хранить такие данные. Четвертое. Регистрация. Если для нее нужен номер телефона или имейл, особенно если это все происходит через российских операторов, то приватности можно сразу помахать рукой. Идеально, когда можно зарегистрироваться анонимно. Пятое. Устойчивость к блокировкам. В России и в других странах государство все чаще пытается душить цифровые сервисы и мессенджеры. Поэтому важно, чтобы мессенджер умел обходить цензуру через прокси, через Tor или хотя бы через VPN. И, наконец, дополнительные фишки. Таймер удаления сообщений, защита от скриншотов, пин на вход и так далее. Не обязательно, но приятно и полезно. Теперь к конкретным примерам. Wickerme когда-то считался одним из самых анонимных и безопасных мессенджеров. Полное шифрование, регистрация без номера, сообщения, которые самоуничтожаются и даже вытираются из памяти телефона. Но в 2021 году компанию купил Amazon. И в 2023 году Wickerme был окончательно закрыт. Осталась только платная корпоративная версия для обычных пользователей, она недоступна. Жаль, потому что это был по-настоящему параноидальный мессенджер. Сегодня достойной замены ему нет. Ближе всех это Signal и Session, но это уже другая история. Итак, Signal – это мессенджер, который рекомендуют все, кто понимает, как работает цифровая безопасность. Все сообщения и звонки здесь защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Код открыт, любой может проверить, что это за продукт, как он работает. Метаданные не сохраняются. Даже по решению суда Signal может выдать максимум дату регистрации и дату последнего входа. Сервис не хранит сообщения на своих серверах, не читает переписку, не знает, с кем вы общаетесь. Да, для регистрации нужен номер телефона, но это можно обойти с помощью виртуального номера. Более того, недавно в Signal появились пользовательские имена, чтобы скрывать номер даже от собеседников. Блокировки? В России Signal официально заблокирован. Работай через прокси, через VPN и даже через Tor, если знаешь, как настроить. Да, чуть сложнее, чем хотелось бы, но зато безопасно. Из фишек таймер самоуничтожения сообщений, защита от скриншотов, пин для входа, скрытые номера. Единственное ограничение – нельзя использовать Signal полноценно на двух телефонах. Но один смартфон и компьютер работают вполне нормально параллельно. И главное, за сигналом не стоит корпорация. Это некоммерческий проект, живущий на пожертвования. Никто не может прийти и потребовать выдать ключи, потому что ключей у них нет. Signal недавно пострадал от атаки через уязвимость системы доставки смс-кодов через оператора. Это недостаток привязки к номеру. Как установить? Скачайте приложение Signal с официального сайта или из Google Play, App Store. При первом запуске зарегистрируйтесь по номеру телефона, можно использовать виртуальный. Настройте имя пользователя в настройках конфиденциальности и все, пользуйтесь. Если вам принципиально важно не светить даже номером телефона, Trima может быть лучшим вариантом. При установке приложения просто создает для вас случайный ID. Никаких номеров, никаких email. Хотите – добавляйте, не хотите – оставайтесь полностью анонимным. Шифрование по умолчанию и для всего, для личных чатов, групп, звонков используются проверенные криптографические библиотеки. Переписка не читается даже сервером. Код клиента открыт, сервер закрыт, но при настоящем end-to-end это не критично. Метаданных минимум. Контакты и группы хранятся только на вашем устройстве. Даже на запрос властей Trima может максимум выдать дату создания аккаунта и дату последнего входа. Блокировок в России не было, мессенджер слишком нишевый. Встроенных средств обхода тоже нет, но с VPN или Tor работает стабильно. Из минусов приложение платное, 5 евро один раз. Но если купить напрямую через сайт, можно остаться анонимным. Мультидевайс пока ограничен, полноценной синхронизации между телефонами и компом нет, но работа над этим ведется. В остальном очень надежный вариант для тех, кто ценит приватность и не хочет оставлять следов. Как установить? Купите приложение на официальном сайте Trima или в магазине приложений. После установки приложение сгенерирует вам уникальный Trima ID. Это и есть анонимная учетка. Все готово к использованию. Wire – швейцарский мессенджер с открытым кодом и end-to-end шифрованием. Работает на всех устройствах, поддерживает полноценную синхронизацию между ними. Это делает его удобным для
тех, кто часто переключается между телефоном и компьютером. Регистрация возможна без телефона, можно указать только email. Контакты добавляются вручную или через ссылку, а не через синхронизацию адресной книги. Wire не хранит сообщения на серверах после доставки. Метаданные в пределах разумного. Некоторые вещи, вроде времени подключения и IP-адреса, могут сохраняться, особенно если используете корпоративный аккаунт. Но в целом уровень конфиденциальности высокий. Но Wire был создан выходцами из Skype, а финансировался частично государством Германия и Швейцария. Фишки: исчезающие сообщения, защита от трекинга, возможность проводить защищенные видеозвонки в группах. Не хватает только двухфакторной аутентификации, здесь все держится на надежности пароля. Если вы ищете безопасный, но при этом удобный мессенджер для постоянной работы, Wire может подойти. Как установить? Перейдите на сайт wire.com и скачайте приложение для вашего устройства. При регистрации можно указать только email. Подтвердите почту, придумайте надежный пароль и можно пользоваться. Session – это мессенджер, который пошел еще дальше в сторону анонимности, даже дальше, чем Trima. Он построен поверх сети Lokinet. Это децентрализованная анонимная сеть, аналог Tor, но специально заточена под обмен сообщениями. Что важно, Session не требует номер телефона, ни почту, ни любые другие личные данные. При запуске вы просто получаете случайный Session ID. Это и есть ваш адрес. Никакой регистрации, никаких серверов, которые знают, кто вы. Все сообщения шифруются по принципу end-to-end. Но в отличие от других мессенджеров, они не идут через централизованные сервера. Session использует распределенную сеть узлов, которыми управляют обычные пользователи. Сообщения хранятся временно, пока адресат не получит их. После этого они исчезают. Session не ведет логов, не знает, откуда пришло сообщение и не сохраняет IP-адресов. Для дополнительной анонимности можно запускать приложение через Tor. В Иране и Китае Session используют для обхода блокировок. Из минусов — скорость. Поскольку сеть распределенная, сообщения доходят чуть медленнее, чем в привычных мессенджерах. Интерфейс минималистичен, групповые чаты работают, но с задержками. Нет звонков, только текст и вложения. Но для тех, кому важна не скорость, а конфиденциальность, Session — это находка. Мультидевайс есть, но подключение второго устройства требует особого ключа, и это нужно продумывать заранее. Тем не менее, для анонимного общения, особенно когда не хочется даже намекать на свою личность, Session, возможно, лучший из доступных вариантов. Как установить? Скачайте приложение Session с официального сайта или из магазина приложений. При первом запуске создается Session ID без номеров и email. Сохраните ключ восстановления. Все, можно начинать. Ну а теперь еще раз о Telegram, без оглядки на события последних дней. По умолчанию он не шифрует сообщения end-to-end только в секретных чатах, и все остальные, включая группы, хранятся в облаке Telegram, и доступ к данным есть у компании. Telegram требует номер телефона. Да, можно обойти через крипту и анонимный номер, но для большинства это сложно. Мессенджер удобный, популярен, пережил блокировку в России, умеет обходить цензуру. Но в последние годы все чаще идет на уступки властям. Блокирует, как мы видим, каналы, удаляет посты, отключает ботов. Вспомните бот умного голосования от Алексея Навального. А что именно хранится на его серверах, мы не знаем, потому что серверный код закрыт. Для обычной переписки Telegram подходит. Для чувствительной информации, если вас преследуют российские власти или другие преступные режимы, только секретные чаты через VPN и с левой симкой. И то сейчас уже, как вы понимаете, на свой страх и риск. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях, задавайте свои вопросы и ждите новые интересные и полезные видео. Ну, для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Если у вас есть такая возможность, то прошу поддержать мой канал. Реквизиты для этого вы можете найти также в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.